жетпейді. Құшағында бора қылған, қымбат қандай қайран гүл, мейіріммен шуақ тоңған, пейілінен айналды. Асыл анашым, өмірің бұл жалғыздың, өзің ғанасың, ең аяулым ардақтың. Өткен нұрым, мен көшпейді санадан, көктем күнім, жарқынсың жанардан. Асылдардың асылдарын біздер үшін жиыпсың, биік шыңдар басындағы жанардан да биіксің. Ошалар мен сағарларға таңым болып атпасаң, аяуланып арман бар ма? Ақ сүтіңді ақтасам, асыл анашым, өмірің боп жалғастым, өзің ғанасың, ең аяулым ардақтым. Төккен нұрым, мәңгі өшпейді қанаттан, көкте күнім, жарығымсың жананам. Асыл анашым, өмірің боп жалғастың, өзің ғанасың, ең аяулым ардақтым. Асыл анашым, өмірің боп жалғастың, өзің ғанасың, ең аяулым ардақтым. Төккен нұрым, мәңгі өшпейді санадан, көкте күнім, жарығымсың жананам. Жарығымсың жананам. Димаш Құдайбергенов. Және Қанат, Света Айтбаевтар, қошеметтеріңіз аямаңыздар, ардақты ағайын. Привет, дорогие мои друзья! Наше видео называется «Димаш выберет невесту, похожую на его маму». Конечно, мы все задаемся вопросом, почему мы так уверены, что Димаш выберет невесту, похожую на его маму? Сейчас мы раскрываем нашу тему. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте ваши лайки. Начинаем. После того, как Димаш в Инстаграме выразил свою точку зрения о ситуации в Казахстане с коронавирусом, о том, что люди не могут найти баллончики с кислородом в то время, когда в Астане устраивается салют, миллионы людей поддержали точку зрения Димаша и высказались о том, что Димаш – настоящий патриот своей родины, проявляющий заботу о людях Казахстана в это нелегкое время. Сегодня мы хотели бы посвятить нашу передачу маме Димаша, которая внесла свой огромный вклад в воспитание сына, настоящего батыра казахского народа, не побоявшегося выразить свое недовольство сложившимися обстоятельствами в Казахстане в связи с коронавирусом. Мы утверждаем, что Димаш выберет невесту, похожую на его маму, потому что, во-первых, если рассмотреть жизнь и деятельность Светланы Айтбаевой, то нужно сказать, что семья Димаша богата талантами,
И сама Светлана прекрасная певица, успешно выступающая на сцене и любимая многими. Светлана Айтбаева родилась 15 июля 1973 года в селе Кинисту, позже название было изменено на Копа, Темирского района Актюбинской области. С раннего возраста помогала старшим, занималась хозяйством, присматривала за младшими детьми. Взрослея брала на себя все больше домашних дел. Учась в школе, успела побывать и председателем пионерской дружины, и старостой класса, и комсоргом. Конечно, многие удивятся тому факту, что девочка из казахстанской глубинки, одной из республик Средней Азии, имеет такую достаточно амбициозную биографию. Председатель пионерской дружины, староста класса, комсорг. Будто мы читаем биографию не девушки с восточным традиционным воспитанием, а человека с сильным жизненным ориентиром быть лидером в обществе. Девочка, женщина в Казахстане. Кто она? Мы обратились к независимому исследователю Стасевич, кандидату исторических наук, научному сотруднику отдела Центральной Азии Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Эта статья, которую мы нашли на широких просторах интернета, раскрывает нашу тему. Независимый эксперт занималась исследованием казахской женщины, ее социального статуса. Что же она пишет? Женщины в Казахстане имеют прекрасное образование. Работают, они успевают посвящать себе семье и в первую очередь воспитанию детей. Именно женщины традиционно остаются хранителями семейных традиций, ценностных ориентиров казахского этноса, гармонично сочетая в своем характере уважение к традиционным правилам поведения и стремление не отстать от современного течения жизни. Следуя национальным традициям, казахская женщина в первую очередь мать. Ее основное предназначение – родить детей, воспитать их, но кроме этого она должна поддерживать во всех добрых начинаниях своего мужа, сохранять мир и покой в семье. А что может быть более ценно, чем семья? Для казахского общества именно семья, род является ценностями первого порядка, своего рода микрокосмосом, залогом стабильности и благополучия. А вот еще один вопрос, который задали независимому эксперту. Вы много раз бывали в Казахстане и имели возможность воочию увидеть быт и обычаи казахского народа. На ваш взгляд, какой из обрядов наиболее полно отражает то высокое уважение, с которым относились к женщине в казахском обществе? Какие национальные черты казахских женщин вы можете назвать? Последовал следующий ответ от независимого эксперта. Вся казахская культура пропитана уважением к женщине, как к матери, жене, сестре, дочери. Скорее, правильнее было бы задать вопрос, а существует ли в казахской культуре обычай, унижающий достоинство женщины? Казашки занимали видное место, а порой превосходили мужчин в воинском деле. Казашки были умелыми наездницами и сражались на поле боя не хуже мужчин. Например, сестра хана Касыма Бопай возглавляла отряд, состоящий из 500 воинов. Бопай была суровым воином на поле брани, при этом успевала заботиться о 8 детях. Да, действительно, с детских лет девочку учили держаться в седле, непринужденно общаться, быть сильной и ловкой. Девушка должна была уметь постоять за себя, проявив физическую выносливость в состязаниях и находчивость в музыкально-речевых поединках с юношами. Девочки наравне с мальчиками принимали участие в конных скачках байге, а в конных состязаниях кыскуу «Догони девушку» они были основными участницами. Девушки охотились с ловчими птицами уже в 14-15 лет, укрощали и объезжали диких лошадей. Устная история донесла до нас легендарные рассказы о знаменитых девушках-батырах, не боявшихся бросить вызов мужчинам. Произведения устного народного творчества донесли до нас образы дев-боительниц, прекрасных наездниц, умелых в обращении с оружием, которые при необходимости могли защитить и себя, и свою семью, вступить в бой с врагом и одержать победу. Жениться на такой девушке было непросто. Жених должен был доказать свое право на невесту в состязаниях с соперниками, в скачках, стрельбе из лука, в борьбе. Нередко и сама невеста вступала в борьбу со своим женихом, и одолеть такую девушку
было по силам далеко не каждому мужчине. Зато победителя ждала награда. После замужества девушки становились верными и преданными женами своих мужей, мудрыми советчицами и нежными матерями. К сожалению, этнографическая действительность не знает дев-воительниц, подобных легендарным батыршам, но отголоски амазонства можно найти и в традиционном костюме, и в поведении казахских девушек и женщин. Естественно, как хранительница домашнего очага, женщина в казахском обществе была и главной носительницей традиционной культуры казахов, а если позволяли положение и достаток, принимала активное участие в политике, становилась центром общественной жизни. Такова судьба бабушки Чукана, Валиханова, Айганым, которая после смерти хана Вали полностью взяла в свои руки управление родовым имением Сырымбете, расположенным в лесах Кокчетава. Однако, несмотря на значительные успехи в расширении диапазона социального положения женщины, была сохранена гендерная дифференциация, которая в современном обществе выступает основой неравенства между мужчиной и женщиной в Казахстане. Сейчас мы наблюдаем гендерное неравенство, в частности, высокий уровень гендерного бытового насилия, а также традиционные патриархальные нормы и стереотипы в Казахстане. Например, в условиях карантина происходит небывалый всплеск домашнего насилия. Сегодня подавляющее число женщин, обращающихся за помощью, это жертвы чудовищных издевательств со стороны мужей и партнеров. Домашнее насилие в Казахстане не является уголовным преступлением. Давайте посмотрим статистику. Если взять время с того дня, когда начался карантин в Казахстане, с 15 марта, то с 15 февраля до 15 марта было 10 121 заявление. С 15 марта по 16 апреля 12 518 заявлений, то есть за месяц рост на 23,6%. Ряд НПО объединились и направили обращение президенту страны, попросили ужесточить наказание в отношении насилия над женщинами. И что вы думаете? Был ли ответ? К сожалению, ответа не последовало, дабы никто их не услышал. Это обращение зависло в воздухе, и так ничего не произошло. Вот так работает правительство Казахстана. Почему женщины из Казахстана имеют более весомый статус, чем женщины из классического мусульманского Востока? В социальной структуре казахского общества статус женщины оставался, как и в доисламские времена. Женщина в казахском обществе не была предметом купли-продажи, никогда не имела рабского статуса. Это было невозможно, потому что за ней стоял ее род, ее племя, с которым она никогда не теряла связи. Более того, казахская женщина имела особый статус в обществе, отличный от классического мусульманского Востока, где женщина рассматривалась как вещь, принадлежавшая мужу в числе другого его имущества. В казахском обществе женщина – это мать, хранительница домашнего очага. Это почитаемая и уважаемая личность, которая никогда не была в униженном, забитом положении. Статус женщины отражался и в ее одежде. Женская одежда казахов оставалась в своей основе сакской, была красивой и удобной, как для быта, так и для верховой езды. Никаких хиджабов женщины не одевали, не знали и не понимали, потому что это одежда арабских женщин, изобретение арабского этноса, составляющая часть его культуры, ментальности, традиций, а также соответствовала климату арабских стран. Абсолютная закрытость арабских женщин говорила о ее принадлежности к конкретному хозяину. Эти основополагающие принципы, заложенные тысячи с лишним лет назад, взаимоотношения казахского государства, ислама, общества и женщины дошли до современных времен. Риторический вопрос. Почему до сегодняшних дней сохранился обычай похищения девушек? Ведь этот обычай явно отражает бесправное положение казашек. Отвечаем на него с точки зрения казахских традиций. Конечно, вопрос сложный и неоднозначный. Казахские девушки всегда с нетерпением ждут своей свадьбы. Как и у других народов, у казахов существует вера в предопределенность судьбы человека. Считается, что брачный союз двух людей заранее предписывается судьбой, еще до момента их рождения. В народе говорят, в жизни невозможно предопределить 3 вещи: с кем будет заключен супружеский союз, пол будущего ребенка и время смерти.
Безбрачие всегда осуждалось, считалось карой Бога за грехи. Но каждая девушка знает, что после свадьбы ей предстоит покинуть дом родителей и уехать иногда за многие десятки километров в новую семью. Никто не может предсказать, как будут относиться к молодой родители и родственники мужа. Придется ли она им по сердцу? Не будет ли она проливать горькие слезы, вспоминая родной дом, заботу и любовь своих родителей? Поэтому тема судьбы очень часто звучит в словах женщин, особенно тех, брак которых был заключен через обычай умыкания невест. Кыз алып кашу. Тема судьбы казахской женщины звучит и в песне великого композитора Карагым ай Кенеса Дусикеева, которого не стало с нами 9 июля 2020 года. Как раз о судьбе молодой девушки, которая рано уходит из жизни, чье предназначение по казахским канонам должно было быть в материнстве, в создании семьи. Это песня о грусти и печали, о несостоявшейся любви и женском счастье. Это печаль по дочери отца, который говорит: «Эх, милая моя, вот так, оказывается, проходит эта жизнь. Если не любишь, жизнь бессмысленна. Если пролистать всю жизнь, разве может она сравниться с одним днем, когда любил?» Кенес Дусикеев, бывший преподаватель Димаша в Казахском национальном университете искусств, смог отразить те народные чувства, которые присущи казахам. Его песни обогатили казахское искусство. Димаш и молодое поколение исполняют его песни на всех музыкальных площадках мира. Они впитали все национальное наследие, которое передалось нам от старшего поколения, в том числе и Кенеса Дусикеева. Поклон великому композитору Кенесу Дусикееву не только от ваших студентов, таких как Димаш, поклон от всего казахского народа. Давайте поговорим о том, как воспитывался Димаш, как старший ребенок в семье и какое влияние на него имеет общество. В казахской семье наибольшая ответственность падает на первенца, потому что он старший и поэтому являлся примером для младших детей, открывая им путь в жизни, о чем казахи говорили. Из родника, из которого пил старший брат, будет пить и младший брат. Младший брат растет, одевая одежду после старшего брата, а младшая сестра – то, что осталось от старшей. И растут они, глядя на старших своих братьев и сестер. Димаш для создания своей семьи выберет девушку, похожую на его маму. Каких канонов он будет придерживаться при выборе невесты? Мы постараемся коротко ответить на этот вопрос. Первое. Димаш будет выбирать невесту, которая бы не являлась бы его родственницей, вплоть до 7 колена, потому что казахи ведут здоровый образ жизни и не допускают смешения крови. Поэтому при выборе девушки смотрят на ее родословную до 7 колена, отцов, дедов, прадедов и так далее, чтобы они не являлись родственниками жениху. Почему важно избегать родственных браков? Современные ученые говорят, что многие современные заболевания, слепота, умственная отсталость, проблемы с сердцем, костной структурой, сосудами, передаются из поколения в поколение генетическим путем. Если род будет мешать кровь с представителями других родов, то велика вероятность, что эти генетические недостатки растворятся и совсем исчезнут. Поэтому все казахи знают своих предков до 7 колена. Каждый мужчина-казах может перечислить своих прадедов до 7 колена. Среди других тюркских народов казахи выделяются своим стремлением сохранить чистоту крови. Например, у турков, уйгуров, узбеков, татар и других народов довольно часто случаи, когда в брак вступают довольно близкие родственники, а тщательное сохранение чистоты крови присуще только казахам. Второе. Мы предполагаем, что Димаш последует словам его отца, Каната Айтбаева, который сказал, что хотел бы невестку, похожую на мать Димаша. «Мы, конечно, хотели бы такую невестку, как моя супруга», засмеявшись, сказал отец Димаша. Он добавил, что они с супругой, мамой Димаша, не собираются искать ему невесту, они оставляют выбор за ним. Большое значение для Димаша, конечно же, будет иметь семья, в которой бы воспитывалась его будущая невеста. Семья Светланы Айтбаевой смогла всецело передать любовь к музыке своей дочери. Отец прекрасно играл на домбре. В казахском народе говорят, настоящий казах – это тот, кто умеет играть на домбре.
Казахи имеют большую способность народа к творчеству, широкую вовлеченность в сферу музицирования. В народе говорят: Бог вложил в душу каждого казаха частицу кюя с момента его рождения. Отец Светланы прекрасно музицировал не только на домбре, но и на баяне, гитаре. Также он хорошо пел. Светлана тоже любила петь и уже в школьные годы участвовала в самодеятельности. Неудивительно, что продолжить учебу она решила в Актобе, на музыкальном факультете регионального университета. Во время учебы Светлана встретила Каната, который был участником в первой в Казахстане инструментальной группы, имеющей в своем арсенале электронные инструменты. Светлану Айтбаеву пригласили петь в этом ансамбле, который назывался «Жибек». Окончив институт, Светлана Айтбаева работала по специальности в областной филармонии, участвовала в творческих конкурсах, нередко занимая призовые места. В 2000 году Светлана стала солисткой камерного хора, а в 2003 году солировала уже в оркестре казахских народных инструментов. Со временем она начала все активнее участвовать в общественной жизни. За вклад в развитие культуры и искусства в области получила многочисленные почетные грамоты, а в 2007 году стала заслуженным деятелем Казахстана. В 2010 году ее назначили художественным руководителем детской студии при областной филармонии. Помимо творческой деятельности, Светлана уже несколько лет является депутатом областного маслихата. Мы предполагаем, что Димашу будет по душе та девушка, которая, как и его мама Светлана Айтбаева, будет бережно хранить национальные семейные традиции, которые соблюдались в доме ее родителей, потому что семья Димаша считает, что сколько бы лет ни прошло и как бы ни менялся мир вокруг нас, уважение к старшим, забота о младших, любовь к людям остаются вечными ценностями. В преддверии дня рождения мамы Димаша, Светланы Айтбаевой, 15 июля, хотелось бы сказать, что она воспитала Димаша истинным гражданином своей родины, человеком с прекрасными качествами, добропорядочностью, любовью к своему народу, уважением и почитанием старших, заботах о младших. Димаш по-настоящему талантливый, воспитанный, духовный, честный, сердечный человек, несмотря на свою мировую известность. Димаш искренне переживает за благополучие людей, и не только словами, но и оказывая реальную помощь реальным людям. При этом не афишируя все это. Здоровье Димашу и всем близким и родным Димаша. Мы думаем, Димаш вобрал от своей мамы все самые прекрасные качества, дарованные ей природой. В будущем он выберет себе невесту, похожую на свою маму. А как же иначе? Ведь его мама – это воистину самый светлый, самый добрый человек, которого знает теперь весь мир, на который теперь равняются многие молодые девушки. Твою ласку я чую, рідненька, як на ти. Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька.